Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю разобрать то, как динозавры дожили до нашего времени. Потому что, если верить официальной версии теоретической науки, то динозавры появились 243 миллиона лет тому назад. И примерно 66 миллионов лет тому назад попали под удар астероида и все вымерли. А в наше время их нашли в 19 веке, и эти гигантские останки ископаемых ящеров так и назвали динозаврами. И как бы на этом все, история заканчивается. Но это история теоретической науки. А теоретическая наука в наше время представляет определенную религию, в которой нужно только верить и не задавать вопросов. Потому что если задавать вопросы или проводить исследования, то получаются вот подобные чудеса. В наше время в кости динозавра были найдены микроскопические красные кровяные клетки, а также гемоглобин. Исследование проводила доктор Мэри Швайцер из университета Монтана, США. Понятно, что это вызвало бурю возмущений в научном сообществе, такого не может быть, потому что никакие красные кровяные клетки и гемоглобин 66 миллионов лет не может сохраняться. Но были проведены повторные исследования. И удалось найти не только красные кровяные клетки, но и мягкие, волокнистые, соединительные ткани, а также целые кровеносные сосуды. Все ссылки на материалы в описании. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что мы имеем подобную картину по всем видам наук. Есть теоретическая наука, а есть практическая. И практическая много раз уже опровергла теоретическую, но все равно теоретическая остается на своем месте, как религия, в которую надо верить. Для этого мы соберем материал, который показывает, что действительно эти животные погибали не миллионы лет тому назад, а некоторые дожили и до нашего времени. И отсюда мы находим подобные открытия, потому что этим животным они погибли максимум пару сотен лет тому назад, но никак не миллионы. Об этом говорят и чудеса нашего времени. То есть перед вами фото 2011 года. В Персидском заливе моряки выловили гигантского доисторического динозавра. Монстр был в длину 15 метров, около 6 тонн весом. И по внешнему виду чудище отнесли к древнему виду гигантских крокодилов, саркозух. Вот я его выделил синенькой стрелочкой на фоне как раз человека. Да, это не крокодил нашего времени переросток, а именно легендарный крокодил, который существовал, по мнению официальной науки, на нашей планете примерно 110-115 миллионов лет назад. Вот скажите, пожалуйста, это, что выловили вы, глядит на то, что ему там 110-115 миллионов лет? Ну, конечно, нет. То есть, вполне вероятно, что как раз это подтверждает многие теории, что Земля у нас имеет совсем другое строение, и есть те области Земли, так называемый рай, где сохраняется биосфера давно ушедших эпох. И время от времени она попадает как раз и на нашу поверхность Земли. То есть под землей есть как раз эти огромные водные просторы, другая Земля. То есть отсюда мы имеем постоянное попадание этих реликтов в нашу биосферу. Понятно, что это животное там через какое-то время отбуксировал американский патрульный корабль. Ну и про это все забыли, чтоб людишек-то не смущать. Но подобных чудес хватало. То есть в 1977 году тоже в 50 километрах от побережья Новой Зеландии выловили подобное чудо. Примерно с глубины 300 метров. Тело имело длину примерно 10 метров, весило около 10 тонн. Ну, оно как бы никому было не интересно. Сказали, что это типа акула. И забыли про него. Ну, у акулы есть плавники, а у этого чуда их не было. То есть перед нами скелет плезиозавра. Впервые его нашли в наше время в 1824 году. Вот определенные зарисовки, которые показывают, что перед нами как бы плезиозавр. И понятно, что опять же, если на планете происходят какие-то катастрофы, то больше всего есть вероятность выжить именно в водах океана. Ну, понятно, что от этой туши избавились, чтобы научную общественность не смущать. Но в наше время появляется много подобных видео, которые вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале, где эти плезиозавры живы и плавают рядом с людишками.
Да, понятно, что в наше время есть искусственный интеллект, фотошоп, но дыма без огня не бывает. Например, когда еще не было технических возможностей, в 1925 году на берегу залива Монтерей, Калифорния, местные жители обнаружили выброшенные на берег, опять же, останки неизвестного животного. Длина от 7 до 15 метров по разным оценкам. Очень похоже, опять же, на плезиозавра. А это, извините меня, 20-е годы, фактически 20 века. А считается, что они вымерли 66 миллионов лет назад. Опять же, мозазавры, наше время. Буровые платформы имеют камеры наблюдения под водой, чтобы следить за исправностью оборудования. И подобные чудеса там фиксируются. Опять же, все это есть в Телеграме. Да, понятно, что это могут быть фейки, фотошопы, но все нужно изучать. Повторяю, дыма без огня не бывает. Подобные останки много раз находили в разных местах. Аналогичные находки были сделаны на побережье Атлантического океана. Примерно 16 ноября 70-го года останки плезиозавра длиной более 15 метров были выброшены на берег гавани Ситуэй, то есть штата Массачусетс, северо-востока США. Позже подобные останки обнаружили на Атлантическом побережье Канады. Вот их фото, левое фото. Хорошо сохранившееся тело плезиозавра было найдено в 2018 году на берегу острова Сент-Саймонс, США. То есть, как мы видим, плезиозавры сохранились и дожили до нашего времени. Плюс у нас есть подобные свидетельства из Австралии, где, опять же, один из миссионеров разговаривал с местными жителями, чтобы они рассказали о каком-то легендарном могущественном существе. И попросил нарисовать этот рисунок, как они себе его представляли, про эти легенды, которые передавались из поколения в поколение. Вот они его нарисовали, то есть перед нами плезиозавр, существо, которое достигает примерно 15 метров. Там оно как съело какую-то девушку их племени, откуда там идет эта легенда. То есть, опять же, Австралия, опять же, не могли люди жить, по уверению официальной науки, 66 миллионов лет назад. То есть, плезиозавры до нашего времени прекрасно дожили в разных частях мира. И об этом у нас есть и фотосвидетельства, и останки, и рисунки. И подобных чудес хватает. Плюс, опять же, если мы посмотрим карту, карта Корнелиса де Джода 1593 года, опять вот синенькой стрелочкой мы видим этих плезиозавров в воде, ну и каких-то динозавров на земле. Справа карта Янсена, Яна, 1640 год. Это пустыня Китая, там куча каких-то непонятных чудес. Такое ощущение, что там птеродактили, еще много чего. То есть, опять же, выжившие виды динозавров, которые живут в горах. Ну, соответственно, в тех местностях и о них знают. То есть, там много такой информации. Причем в наше время снимается множество подобных видео, где мы видим так называемых драконов-динозавров, летающих, и видим уже их останки. Можно сказать, ну, наверное, что это фотошоп, выдумки нашего времени. Ну, все вполне возможно, но подобные останки находили и в 20 веке. Вот, вырезка из китайской газеты. Они выглядели примерно одинаково. Ну, верите этому или нет, вопрос открыт. В наше время тоже хватает подобных видеосъемок. Да, повторяю, все нужно проверять. Но дыма без огня не бывает. Все видео в Телеграме. Опять же, читая древние источники, мы узнаем, что, оказывается, в Древнем Китае люди выращивали драконов, и государство их использовало для, опять же, разных бытовых нужд, в том числе строительства. То есть эти два клана в Китае были известны как дракон и укротитель драконов. Исторические записи рассказывают о династии Сун, которые правили примерно с 960 года по 1279. И, о чудо, император воскресил дракона в своем дворцовом комплексе. То есть, опять же, скорее всего, здесь нам рассказывают про клонирование. И, соответственно, опять же, использовались драконы всего лишь 1000 лет назад государством. При этом китайская династия Мин, то есть китайский пейзажист Ву Бин, а жил он 1573-1620, изобразил вот это левое изображение, как драконы тянут тележки.
Справа атлас Миллера, 16 век. И мы видим либо дракона, либо птеродактиля. То есть сохранились? Сохранились. Подтверждения есть? Есть. Есть необычные как бы исследования, которые показывают, что в недавнем древности люди применяли что? Скорее всего, клонирование, генетические технологии. О том, что люди взаимодействовали с динозаврами, есть куча информации в той же Америке. Огромное количество коллекций. Это коллекция камней Ики, более 50 тысяч экземпляров. Проблема в том, что там люди взаимодействуют с динозаврами. Ну, как я говорил в одном из недавних видео, приехал какой-то ученый, сказал, это все фальшивка, и уехал. А потом оказывается, что через десятки лет ученые начинают открывать, что динозавры не только откладывали яйца, но и были живородящими. И оказывается, на этих камнях Ики есть живородящие динозавры. То есть те, кто типа делал подделку, опередили науку на многие десятки лет. И, соответственно, наука все остается в своих религиозных догмах. Ей надо только верить и не задавать вопросов. Вопросов масса, потому что есть эквадорские статуэтки. Датировка говорит, что они были сделаны с 18 примерно по 3 век до нашей эры. Опять же, их сотни. Ну, какой ответ? Никакой. Науке это не интересно. Иначе всю религию как бы это поломает. И опять же, люди взаимодействуют с динозаврами. Коллекция более 50 тысяч фигурок динозавров Акамбара в Мексике. То есть огромные коллекции. Все они объявлены фальшивками, не изучаются, но, повторяю, содержат намного больше информации о динозаврах, чем мы знаем о них сегодня. Ну, вот такая вот наука. Плюс, опять же, огромное количество фотографий из Америки, где мы видим, что определенные виды динозавров, в первую очередь птеродактили, дожили до нашего времени, ну и их потихоньку отстреливали время от времени. Тоже уникальная какая-то находка, как говорится, которую вообще непонятно куда записывать. То есть в американском городе Тусон, штат Аризона, в 1924 был найден клад с 30 предметами, мечи, кинжалы, и все они римского типа. То есть римляне в доколумбовой Америке. Уже ни в какие ворота не лезет. Но на одном из этих мечей есть изображение динозавра. То есть находку как бы нашли, посмотрели и убрали от глаз подальше. Но как бы остались только единичные фотографии. Соответственно, что нам скажет как бы другие письменные источники недавнего прошлого? Тот же Марко Поло, побывав опять же в Индокитае, он рассказывал о том, как использовали драконов. То есть он описывает змеи длиной около 15 метров, охватом в 2,5 метра. И что у этих зверюх были 2 лапы. И они были огромными. На них, кстати, охотились люди и использовали их тоже как бы в экономических целях. То есть подобные драконы есть и зарисованы в древних книгах Средневековья. Вот он слева внизу. И Марко Поло вряд ли что-то придумал. То есть речь идет не про крокодила. У крокодилов 4 лапы, а здесь 2. И самое интересное, что подобных двухлапых существ хватает в европейских хрониках. А справа династия Шан. Это 1766 год до нашей эры, 1122 год до нашей эры. Нефритовый динозавр. Именно точно такой, о котором рассказывал Марко Поло в 13 веке нашей эры. И это совершенно не дракон. И опять же, охотясь на этих драконов, люди использовали и мясо, и кожу, и как бы желчь этих животных. То есть это не просто мы там проехали, кого-то увидели, дальше поехали. Это использование в экономике этих животных. Но это совершенно не крокодилы. И самое интересное, что они были распространены по всей земле. Я повторяю, огромное количество средневековых хроник, где присутствуют этих двулапые динозавры. Самое интересное, надгробие епископа, примерно 1222 года. Хранилось в Нотр-Дам-де-Амье, Франция. Автор неизвестен, но у ног епископа маленький динозаврик. Причем тоже с 2 лапами. Точно такой, который описывал как бы
нам жители Китая. А это Франция. И тот же вид динозавров. Опять же, если мы посмотрим, например, один из бестинариев 13 века, то мы видим как бы и двухлапых динозавров ходящих, и двухлапых динозавров летающих, которые охотятся на слоников. И там много подобных чудес в недавнем прошлом. Ну, опять же, давайте сравним те же перуанские камни Ики, признанные подделкой, и искусство Северного Причерноморья, примерно 2 век до нашей эры. Опять же, двухлапые какие-то существа с крыльями, без крыльев. И опять же, по словам Марко Поло, эти существа как бы жили в пещерах, но спускались в воду. То есть, и мы видим по всему миру примерно одно и то же. Ну, науке, как говорится, это не интересно. История королей Британии, 12 век, где люди смотрят за схваткой двух драконов. Ну, здесь драконы четырехлапые, да. Еще один манускрипт средневековья, опять описывается дракон. Не просто там где-то когда-то, а типа ныне живущий. Подобных чудес хватает. Путешествие Александра Македонского имеет интересное описание. Это примерно 2300-2400 лет тому назад. Мы видим там много чудес, непонятных нам сегодня. Но если присмотреться на вот эту наверх картинки синенькую стрелочку, опять же мы видим какой-то вид динозавров. И опять же у них 2 лапы. Ну, как бы, может, художник не заметил остальные, может, у них и 4, но по факту мы видим аж целых 3 динозаврика на 2 лапах. То есть все, что нам описывали в разных трактатах. А по путешествиям Македонского изучали как бы древние элиты. То есть все элиты как раз это изучали, как он путешествовал, где, чтобы знать окружающий мир. Ну, а нам сегодня это запрещают. Охота на драконов в Индии, 16 век. То есть непонятные, что за рептилии, зверюги огромные. Плюс, что же в наше время? 18 век. Сообщение о том, что упал дракон с неба. То есть хранится в архиве города Арзамаса, что во время грозы по небу летел дракон, в него ударила молния, он упал, погиб, не знаю, что с ним делать. Его как бы закатали в бочку и отправили в кунсткамеру. Ну, а нам осталось лишь только описание. То есть этот монстр от головы до хвоста имел 7 метров 64 сантиметра, ну примерно по нашим мерам, то есть до 8 метров. Зубы острые, как у щуки. А спереди 2 клыка, каждый длиной 8,8 сантиметра. На спине у дракона 2 крыла из плотной кожи, по строению похожи на крылья летучей мыши. В расправленном виде крылья имеют длину 6 метров 92 сантиметра. Длинный хвост, более 3 метров. Лапы без шерсти с большими когтями. То есть, ну, может, это птеродактиль какой-то был. Может, еще какой-нибудь вид летающего ящера-дракона. Оставьте свое мнение в комментарии. Ну и ваше мнение, где же кунсткамера хранит подобные артефакты. Потому что, изучая прошлое, мы находили, что и гномов отправляли туда, видите, и драконов. То есть в кунсткамере остается на хранение огромное количество интересностей. Будем надеяться, нам когда-нибудь их все-таки покажут. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в 4-ю обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше. Новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете,
Плюс получили лучшие натуральные витамины. Именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции.